Всем привет и здравствуйте! Смотрите, чем я занимаюсь сегодня, ребята. Меня соседка угостила красной смородиной. Вот такую большую мисочку дала, и я ее перебираю. Не знаю, что с ней делать. Хотела сварить варенье, но знаете, варенье у меня есть. У меня много разного варенья, в том числе и красно-смородинового, и осталось с прошлого года еще. И мы просто столько варенья не съедаем. Я всегда делаю по несколько баночек. Но, как бы, знаете, вот, вы знаете, да, что у меня, когда остаются фрукты, я всегда, как бы, поварю, сделаю варенье из них. Ну, и постоянно пополняются у меня запасы. Поэтому вот теперь думаю, что мне делать с красной смородиной. Заморозить ее, не знаю, возможно, немножко заморожу и, возможно, поставлю вино. Сейчас пока переберу, вот я обрываю веточки и вот перебираю. Подумаем, посоветуйте, ребята, что делать. Яблок у меня должно быть много. Сейчас я вам покажу. И из яблок что можно будет сделать? Это только варенье или сидр, потому что или уксус яблочный. Ну, тоже, сами понимаете, да, сколько можно сделать яблочного уксуса. Не будешь же ведро его делать, правильно? В крайнем случае, конечно, варенье можно сварить, оно не пропадет. Ну, знаете, как бывает, один год сваришь варенье, остается немножко, второй год сваришь варенье, остается немножко. И в итоге вот эти баночки постоянно остаются. Так что сейчас подумаем. Посоветуйте, пишите в комментариях, пожалуйста. Заморозить тоже, знаете, это место требуется. В холодильнике тоже его не продержишь. Ну, короче говоря, задалась, девочки, задачей. Я вам уже много раз показывала свои яблони, но вот покажу еще раз. Смотрите, вот на этом дереве должно быть достаточно яблок. Вот это вот новое дерево, смотрите, какое оно красненькое. Это летний сорт, то есть он хранится очень-очень плохо. Вот эти яблоки и вот эти вот, они одного и того же сорта. Они, девчонки, не хранятся, то есть их нужно есть сразу. Даже если вот их сорвать и они полежат немножко, они становятся вялые и не хрустящие. То есть только есть сразу. И вот эта вот яблоня, она очень красивая. Видите, какие яблочки. Прямо, красота необыкновенная. Они внутри тоже розовые. Но как они хранятся, я не знаю. Из них, скорее всего, придется тоже сделать варенье. Но вот столько варенья, понимаете? Самолет летит. Или вертолет. Вертолет, наверное. Смотрите, где у меня Мия ходит. Мия! Вон она, видите? Вот там вот в кустиках, вот там вот она сидит. Ну, молодец. Птичек гоняет. Вот, видите, где она? Мия! Вот она, моя девочка. Вот так все кусты у нас завернуты. И все равно умудряются у нас птички погулять. Вертолет полетел, извините за шум. Ну, в общем, вернемся к нашим яблокам. Столько вот этих, то есть хранить их негде, поскольку у нас нет такого холодного места, да, где можно было яблоки бы опустить и хранить. И потом это не такой сорт. Не знаю, что сделать. Сделаю немножко, наверное, яблочного уксуса. Поставлю вино, потому что больше делать нечего будет. И если будет сахар, у нас еще сахар подорожал. Вот такие дела. Слушайте, ребята, я попробовала эту смородину. Она такая кислая. Не знаю, очень кислая. Она вот немножко недозрелая, я смотрю. А видите, вот она прям розовая. Вот есть вот такие вот прям, видите, темные ягодки. Но основная масса, вот видите, вот это вот разница, да? Прям часть совсем недозрелая. Большая часть, скажу так, недозрелая. Поэтому она очень кислая. Ну, знаете, у нас и солнца особо нет, чтобы ягоды были сладкие. Поэтому будем думать, что делать. Так, ее почистить, наверное, ее будет... Сколько тут, как вы думаете, килограмма? 2 точно будет, если не больше. Сейчас посмотрим. Даже вот я выбрала вот такие крупные, они очень кислые ягоды. Ну вот, ребята, что у меня получилось. Смотрите, почистила, не помыла еще.
взвесила. У меня здесь 2 килограмма и еще немножко. Ну, скажем так, это пластиковая миска. Она немного весит, она не тяжелая. Поэтому, грубо скажем, что 2 килограмма ягод. Сейчас будем думать, что с ними делать. Ну что, ребята, решила все-таки поставить вино после долгих раздумий. Вот такая у меня 10-литровая банка. Я ее помыла содой и ошпарила еще кипятком, чтобы не заводилась плесень. Всю воду слили по возможности. И теперь пересыплю сюда ягоды. Как мы это сделаем? Вот такая у меня воронка с большим горлышком. Сейчас мы вот так вот и пересыпем. Теперь эти ягоды нужно хорошенько размять. Хотела сделать это толкушкой, можно толкушкой. Но такое впечатление, что толкушкой я как следует не разомну. Попробую сделать это блендером. Воду я уже вскипятила, и она у меня остывает. Так, блендером, ну давайте попробуем блендером. И теперь сюда же в смородину высыпаю сахар. Имейте в виду, ребята, что сахар можно растворить в воде. То есть сварить сироп, остудить его и потом заливать этим сиропом. Ну, не знаю, мне кажется, главное, чтобы сахар растаял. Здесь килограмм сахара и добавляю еще полкило. Перемешаю лопаточкой. Вот и все. Сейчас залью 5 литрами воды, которую я вскипятила и охладила. Вот не поверите, ребята, настолько вода жесткая, что приходится ее вот так процеживать от осадка. В общем, вы знаете что? Я в процессе жизни решила добавить не 5 литров воды, а 4, чтобы вино было более насыщенным. Вот и все. Теперь нужно банку накрыть тряпочкой или марлей или чем-нибудь. У меня вот такие чистые тряпочки специально для этих целей. Ну так вот баночки накрывать. Поставлю эту банку в мусорный пакет, в черный, чтобы не проникал свет. И 5 дней буду каждый день, дважды в день перемешивать вот эту всю массу. Вот и все дела. Ждем. Ну а вот здесь, ребята, смотрите, это малиновое вино, которое мы сделали раньше. Оно уже перебродило, и теперь мы его фильтруем. Вот я отфильтровала, вот видите, как сняла вот эту шапочку, мезгу, пока выдавили. Потом профильтровали кастрюльку, я добавила еще немножечко сахара, отлила чуть-чуть вина, добавила сахара, потом перемешала. И теперь вот процеживаем в банке через фильтры. Я процеживаю через кофейные. Вот, смотрите. Вот медленно идет процесс, но хорошо процеживается вино. Потом плотно закрою и поставлю еще на дозревание. Посмотрите, началось брожение уже. Видите, каждый день вот так перемешиваю хорошенько. Сняла вот этот пакет просто для того, чтобы вам показать. Вот, видите, отлично идет. Все. Вот, ребята, смотрите, все перемешала я. Да, сняла сверху марлечку. Ну, видно, да, вам, что идет брожение. Надела перчатку, и видите, перчатка уже как бы поднимается. Вот, вот так. Оставлю пока на кухне сегодня. На улице у нас не очень тепло, поэтому оставлю на кухне. Потом перенесу куда-нибудь в теплое место, может быть, в теплицу. Так, ну что, ребята, вот вино тоже уже готово к процеживанию. Перчатка почти что все тут перебродила. Сейчас мы вверх процедим через марлю, отожмем, а потом трубочкой сольем вот эту вот прозрачную часть. Так, вот, смотрите, ребята, трубочкой везде руки, потому что держим трубочку, вот там внизу банка. Вот так вот и процеживаем. Ну вот, ребят, смотрите, сколько у меня получилось вина. Процедили мы его. Немножко у меня фильтр порвался, в одну банку попали ягодки. Но ничего, крышек у меня нет таких больших, чтобы герметично закрыть, поэтому закрыла перчатками. Сейчас унесу в темное место. Через некоторое время, когда или если появится осадок, то опять сольем трубочкой чистую вот эту прозрачную часть.
Всем привет, ребята. Ну вот, посмотрите, что у меня получилось через 2 месяца. Вот большой, вот здесь видите осадок, здесь меньше, практически нет его, но все равно он еще есть. Перчатка здесь уже опала, но тут чуть-чуть еще есть воздуха. Я помыла бутылки, ошпарила их кипятком, бутылки и крышки. Сейчас дам им стечь, вот так, чтобы не было вообще жидкости. И будем переливать вино через трубочку, будем переливать вино в бутылки. И пробовать, конечно. Ну вот, девочки, смотрите, все готово, все процедили. Вот сколько у меня получилось вина, использовали все бутылки, какие только нашли. Вот это немножечко не заполнилось. А вот в этот графин мы процедили то вино, которое было вот ниже всего, ближе всего к осадку. Потому что чуть-чуть там где-то у меня замешалось, и я решила не рисковать, а процедить его отдельно. Когда оно осядет, мы его опять процедим и уже тогда дополню вот это вино, эту бутылку, и отдельно, наверное, получится еще маленькая бутылочка. Вот и все, ребята, вот столько вина получилось. Я, честно сказать, очень довольна собой, потому что вино делала впервые, и получилось оно достаточно вкусное. Рабочий рецепт, очень просто делается, хотя, конечно, долго, вот по времени процесс долгий, но вы все знаете, что приготовление вина это не быстрый процесс. Вот так вот, так что советую вам воспользоваться этим рецептом. Проверила все, все получилось отлично. Всем пока!